Адам Брукс не просто работал в национальном парке Сьерра-Гленн, он им дышал. За 30 лет службы его кожа приобрела оттенок дубовой коры, а в уголках глаз залег тот особый прищур, который бывает только у людей, привыкших всматриваться в бесконечный горизонт. Пока молодые рейнджеры вроде Дэна спорили о точности новых спутниковых навигаторов и жаловались на плохую зарядку планшетов, Адам молча поправлял старый кожаный ремень своей походной сумки. Ему не нужны были спутники. Он знал, что если мох на северной стороне валуна кажется суше обычного, значит, через пару часов придет гроза. Он чувствовал дрожь земли под подошвами сапог и мог по едва заметному примятому папоротнику сказать, кто прошел здесь, испуганный олень или сытый медведь. Коллеги называли его ходячей энциклопедией, но для Адама лес был не книгой, а живым организмом, с которым он вел бесконечный, тихий диалог. 15 лет назад этот диалог прервался резким, сухим треском. Выстрелы. В тот день Адам патрулировал Черную Падь, самый глухой и труднопроходимый участок парка, куда редко забредали даже самые отчаянные туристы. Когда он добрался до поляны, запах пороха еще висел в воздухе, смешиваясь с тяжелым металлическим ароматом крови. Тигрица лежала неподвижно. Ее золотистые глаза были устремлены в небо, которое она больше никогда не увидит. Рядом, в густом кустарнике, Адам нашел их. Двое котят, совсем крошечных, прижавшихся друг к другу. Один жалобно скулил, волоча раздробленную пулей лапу. У второго на спине зияла глубокая рваная рана. След рикошета или ножа браконьеров. Адам стоял над ними, и в его голове боролись две личности. Профессиональный рейнджер обязан был вызвать ветеринарную службу и составить протокол. Но человек внутри него знал, транспортировка по этим скалам убьет их раньше, чем они увидят врача. А в переполненном реабилитационном центре среди запахов дезинфекции и чужих рук у диких кошек почти не было шансов на полноценное возвращение в природу. Он принял решение, которое могло стоить ему значка. Адам устроил тайный госпиталь в заброшенной охотничьей хижине, о которой давно забыли все, кроме него. Несколько недель он жил на два фронта. Днем — образцовый сотрудник, ночью — хирург, нянька и защитник. Он обрабатывал раны антисептиками, украденными из медпункта, кормил их измельченным мясом и согревал своим телом в холодные ночи. Тот, что был с больной лапой, выживал тяжелее всех. Кость срасталась медленно, Адаму приходилось буквально заново учить его ходить, делая массаж огрубевшими от работы руками. На лапе зверя остался безобразный, длинный шрам, лишивший его идеальной грации, но не силы. Когда пришло время прощаться, Адам вывел их на границу заповедной зоны. Один тигр сразу скрылся в папоротнике, но шрам, так Адам называл его про себя, остановился. Он обернулся и посмотрел на человека. В этом взгляде не было домашней преданности, только холодное, древнее признание. Секунда, и лес поглотил его. С тех пор Адам хранил эту тайну в самом дальнем уголке своего сердца. До пенсии оставалось 5 дней. Майкл, сын Адама, уже забронировал столик в городском ресторане, чтобы отпраздновать возвращение отца к цивилизации.
«Хватит кормить комаров, пап», — говорил Майкл по телефону. «В городе у тебя будет телевизор, горячий душ и внуки. Хватит с тебя приключений». Адам соглашался, но на душе было муторно. В секторе 4Б, где старые кедры стояли плотной стеной, снова активизировались браконьеры. Он чувствовал их присутствие, как зуд под кожей. «Я схожу в последний обход», — сказал он начальнику участка. «Дэн пойдет со мной. Парню нужно попрактиковаться в чтении следов, пока я не ушел на покой». Лес встретил их странной тишиной. Даже птицы молчали, словно прислушиваясь к чему-то неизбежному. Через 4 часа пути тишину разорвал выстрел. Адам среагировал мгновенно, толкнув Дэна за поваленный ствол сосны. Из зарослей показались 3. Это не были любители. Профессиональное снаряжение, холодные глаза, современные карабины. «Назад!» — крикнул Адам, выхватывая табельное оружие. «Вы на территории национального парка!» Вместо ответа последовала очередь. Дэн вскрикнул, схватившись за простреленную ногу. Браконьеры начали обходить их с флангов. Адам понимал, если он не отвлечет их, молодого парня добьют прямо здесь. Он выпрямился, уводя огонь на себя. Пуля ударила в грудь с силой кузнечного молота. Воздух мгновенно стал горячим и густым, как смола. Падая в мягкую хвою, Адам увидел, как один из нападавших вскинул винтовку, чтобы сделать контрольный выстрел. Но в этот момент реальность словно треснула. Из лесной тени, без единого звука, вылетела огромная рыжая тень. Это был не просто прыжок, это была сама ярость леса, обретшая плоть. Громадный тигр смял первого браконьера, прежде чем тот успел нажать на курок. Перед тем, как сознание Адама окончательно поглотила тьма, он увидел прямо перед своим лицом мощную лапу. На ней, сквозь густую шерсть, белел длинный, хорошо знакомый шрам. Когда спасательная группа прибыла на место, они нашли живого, но тяжело раненого Дэна и 2 растерзанных браконьеров. 3, совершенно седой от ужаса, сидел на дереве и не мог произнести ни слова. Адама Брукса нашли в нескольких метрах. Он был холоден, пульс не прощупывался, зрачки не реагировали на свет. Врач скорой помощи, прибывший к вертолетной площадке, лишь покачал головой. Массивная кровопотеря, травматический шок. Он мертв. Майкл был безутешен. Он настоял, чтобы похороны прошли не на городском кладбище, а здесь, в парке на холме, с которого открывался вид на океан зелени, которому Адам отдал жизнь. Это было нарушением десятка правил, но руководство парка закрыло на это глаза из уважения к легенде. Церемония была тихой. Несколько коллег-рейнджеров, Майкл и пара старых друзей. Гроб стоял открытым, как того требовала местная традиция прощания с горцами. Но когда священник начал свою речь, по толпе прошел шепоток ужаса. Из леса вышел тигр. Люди застыли. Кто-то потянулся к кобуре, но Майкл вскинул руку, останавливая их. Зверь был огромен, его присутствие подавляло. Но он не охотился. Он шел медленно, опустив голову, издавая тихий звук, похожий на утробный стон. Тигр подошел прямо к гробу. Окружающие затаили дыхание. Хищник обнюхал лицо Адама, а затем, к всеобщему изумлению, просто лег рядом на траву, положив голову на край деревянного ящика. Майкл, стоявший ближе всех,
опустил взгляд на лапу животного. Длинный белый шрам. В этот момент в его голове всплыли обрывки рассказов отца о долгах, которые природа всегда возвращает. «Посмотрите на него», — прошептал Майкл. «Он не ест его. Он его греет». Он присмотрелся к отцу. На щеке Адама, там, где только что коснулся нос тигра, появилось крошечное пятнышко конденсата. Майкл бросился к гробу, прижимая пальцы к шее отца. «Врача! Срочно!» — закричал он. «Откройте аптечку! Здесь есть пульс!» Тигр поднялся, отошел на несколько шагов и сел, наблюдая за суетой. Он не ушел, пока Адама не погрузили в машину скорой помощи. Только когда взвыла сирена, зверь растворился в сумерках так же тихо, как и появился. Врачи в госпитале называли это феноменом глубокого анабиоза. Сильное переохлаждение замедлило метаболизм, а пуля, чудом прошедшая в миллиметре от аорты, вызвала спазм, который закупорил сосуды, не дав Адаму истечь кровью до конца. Но все они сходились в одном. Если бы тело оставили в холодном морге или засыпали землей сразу, шансов бы не было. Тепло живого существа, лежавшего рядом в критические часы, поддержало ту искру жизни, которая едва теплилась в рейнджере. Адам Брукс так и не переехал в город. Он ушел на пенсию, но остался в парке. Теперь он живет в небольшой уютной хижине на самой границе леса. Майкл часто навещает его с внуками, и Адам учит их не наступать на сухие ветки и слушать ветер. Иногда по вечерам, когда солнце садится за верхушки кедров, окрашивая мир в медно-рыжий цвет, Адам выходит на крыльцо. Он зажигает старый фонарь и долго смотрит в темноту чащи. Из глубины леса иногда доносится протяжный, мощный рык, спокойный и уверенный. Адам улыбается, подливая себе чай из термоса. Ему не нужно видеть своего спасителя, чтобы знать, они оба все еще на посту. Он спас жизнь маленькому котенку, не прося ничего взамен, а спустя 15 лет лес решил, что его лучший ученик еще не закончил свой путь. Жизнь — это круг. И в этом лесу Адам Брукс знал это лучше, чем кто-либо другой.